В этом видео вы узнаете про 5 важных критериев нормальных, здоровых отношений. Продиагностируйте ваши отношения. Уверены ли вы, что сейчас в ваших отношениях все эти 5 критериев важных присутствуют? Прежде чем мы продолжим дальше, у меня к вам маленькая просьба. Пожалуйста, нажмите подписаться и колокольчик. Давайте вместе с вами донесем это видео до большого количества зрителей, ведь маленькое такое ваше действие поможет этому видео попасть в рекомендованное YouTube. 5 критериев, 5 важных критериев, по которым можно понять, что ваши отношения нормальные, здоровые, что там нет никакой психологической патологии. Первый важный критерий – это доверие. В отношениях, в здоровых отношениях всегда есть доверие партнеров друг к другу. В противовес этому, что является признаками недоверия? На что стоит обращать внимание, что является тревожным звоночком? Конечно же, ревность – это самое яркое проявление недоверия к партнеру. Когда я не доверяю партнеру и начинаю ревновать его даже на пустом месте к чему-то. Кстати, я сейчас живу в Испании, и очень интересное наблюдение за испанцами. Оказывается, испанские страсти действительно существуют, это все не выдумано. В Испании очень часто случаются убийства по причине ревности. Что же такое ревность? Это когда один партнер настолько не уверен в себе, что постоянно подозревает, что его предадут, откажутся от него, поменяют его на другого. Но это глубина, нам в эту глубину сейчас не нужно. Важно понимать, что излишняя ревность, нездоровая ревность – это признак недоверия к партнеру, а недоверие – это всегда признак нездоровых отношений. Второй важный признак здоровых отношений – это наличие у каждого из партнеров своих личных интересов. Вы не должны растворяться в друг друге полностью, потому что если это происходит, если у обоих из партнеров не остается личной жизни, не остается личных интересов, все становится общим, то это признак созависимых отношений. У любой здоровой личности в отношениях и в длительных отношениях, и за долгие годы брака обязательно должно оставаться что-то личное, личная сфера жизни, личные интересы, свои личные друзья и личное пространство. Третий важный критерий здоровых отношений – это проживать конфликты через обсуждение. Когда в любом конфликте вы можете сесть, поговорить и как-то договориться. Или поставить что-то на паузу и договариваться в будущем. Но самое главное, вы можете обсуждать. Обсуждать – это значит, вы говорите и вас слышат, даже если не соглашаются. Или он говорит, и вы его слышите. Это важно. В противовес этому в нездоровых отношениях что происходит? Там конфликты заканчиваются обидами, открытыми или скрытыми, недовысказанной агрессией, которая может проявляться таким частым, простым действием, как уходить, хлопнув дверью. То есть конфликты заканчиваются какой-то недосказанностью, обидой, агрессией, психами, яростью, злостью, за которой не следует дальнейшее обсуждение. Четвертый важный признак – это принимать партнера таким, какой он есть. И когда, соответственно, партнер принимает вас такой, какой вы есть. Это очень важно. В противовес этому, что будет в нездоровых отношениях? Там будет желание переделать партнера, перекроить его под себя. В этом читается манипуляция и скрытая выгода. Когда мы хотим переделать нашего партнера, мы хотим сделать его удобным для себя. Это признак нездоровых отношений. Там, где есть манипуляция, там, где мало честности и открытости. Честно и открыто в отношениях будет принимать партнера таким, какой он есть, со всеми его недостатками, сохраняя за ним право быть самим собой, пусть даже где-то он будет нам неудобный. Пятый, последний, наверное, самый важный при этом критерий – это регулярный секс, качественный регулярный секс. Секс, в котором есть оргазм не только у одного, но и у второй. У женщин действительно часто страдает сфера
сексуальной жизни, там нет оргазмов. Милые женщины, пожалуйста, знайте, что фригидных женщин не существует. Фригидность у нас формируется в нашем подсознании. Фригидность – это то, что лечится, решается не физически, механически путем воздействия на наше тело снаружи. Нет, изначально причина находится в психике, и там же она решается. Любая женщина по природе своей может испытывать оргазмы. Чем же так опасно их не испытывать? И почему отношения, где женщина, например, не испытывает оргазмы, или у мужчин есть какие-то трудности в сексе в этой паре? Почему же это признак нездоровых отношений? Такие отношения рано или поздно заканчиваются конфликтами. Вообще секс – это фундамент отношений. И если фундамент дал трещину, и он ломается, рушится, он не крепкий какой-то, просел куда-то, то и дом рано или поздно, который возвели на этом фундаменте, начнет заваливаться, сыпаться. Поэтому очень важно, чтобы сексуальная часть жизни, секс в отношениях приносил радость и удовлетворение обоим партнерам. Почему? Потому что это фундамент всего. И с этим можно работать с психологом. Это лечится. Если это видео вам оказалось полезным, пожалуйста, в ответ поставьте лайк. Мне будет приятно видеть вашу обратную связь. Приходите в гости на этот канал, видео здесь выходит регулярно. И если у вас есть вопросы, смело пишите их внизу под комментариями. Я прихожу в комментарии, читаю ваши вопросы и стараюсь на них отвечать. До встречи в следующих видео. Пока-пока.